Привет, мои любимые девочки! Добро пожаловать в мой новый влог. Я сейчас собираюсь и решила включиться, чтобы напомнить вам про вот этот вот супер мусс от Darling. Я покупаю его в Золотом Яблоке. Не знаю, если честно, где еще представлен, но мне кажется, что этот бренд доступен только в Золотом Яблоке. В общем, это я уже рассказывала, показывала вам. У меня просто уже заканчивается, и я думаю, что нужно не забыть купить. И сегодня тоже хочу воспользоваться. Это сухой шампунь в формате мусса. Его чуть сложнее наносить. Ну, вернее, не то чтобы сложнее наносить, просто чуть больше танцев с бубном нужно сделать, да, чем просто напшикать. В общем, я его так взбалтываю. Я мыла волосы не вчера, а позавчера, и сегодня, получается, третий день. Обычно я мыла через день, но сегодня они как-то у меня еще нормально выглядят. И я подумала, что можно их просто немножко освежить, и, в принципе, нормально еще как-то продержусь я сегодня. В общем, я его наношу по пробору, вот прям сразу. Он сам по себе тоже высохнет отлично, ну, не знаю, за пару минут, но мне нравится его именно просушить. Конечно, обычный сухой шампунь, да, мы просто пшикаем и все, и распределяем, и готово. Тут нужно, чтобы подсохло, это чуть дольше. Ну, феном как бы это 1,5 минуты. Но эффект от него вообще другой. Он вообще не утяжеляет корни, нет вот этой вот тяжести. Они как будто вот чистые волосы. Вообще очень классное средство. Я вообще, конечно, должна сказать, хотя я уверена, что все и так понимают, но все равно не могу не сказать, что сухой шампунь никогда не заменит мытье волос шампунем, как положено, с водой, да. Но вот когда хочется просто продлить, скажем так, и когда еще волосы выглядят нормально, но как бы не супер фреш, да, но еще и не грязные, то вот воспользоваться очень даже можно. Кстати, у него расход довольно экономичный, потому можно вот просто так вот на ручки так наношу. Можно реально, пока вы там ходите, краситесь или одеваетесь, за 5 минут он сам тоже высыхает. Но мне вот нравится пройтись именно феном. Кстати, никакого белого налета не остается от него тоже. У кого темные волосы, возможно, это кому-то будет важно. Стоит он, кстати, недорого. Чуть дороже, чем батист, но его хватает на дольше. И вот по эффекту он шикарный. Я прочесываю все и феном прохожусь. Можно, если у вас нет Dyson, то просто расческой и потоком воздуха. Что, не включился? Розетку не включила, девочки. Просто такие хаотичные движения, чтобы просушить. Все идеально. На самом деле, такие вот они приятные, эти корни. Вот они вообще такие мягкие, потому что обычно сухой шампунь все равно делает их чуть более жесткими. Ну и ощущается на волосах. Здесь вообще вот как будто я только что помыла волосы, знаете, вот так засовываешь руки, и так приятно. То есть завтра я уже, конечно, все. В идеале мне нравится, когда я использую сухой шампунь, смотрите, даже объем какой, да? Как-то собрать волосы красиво. Но я сегодня хочу быть с распущенными, наверное. Я, кстати, в понедельник подстриглась очень так много убрала, давно я столько не убирала, потому что я вообще стригусь где-то раз в 3 месяца примерно, иногда даже и чаще. Но просто потому что я уже поддерживаю длину, я ее не отращиваю. Вот у меня довольно быстро растут волосы, вот. Но я 3 месяца назад, наверное, чуть меньше, делала себе такой не каскад, такие небольшие слои, делала чуть пореже кончики, чтобы они лучше закручивались на Dyson. Но мне это уже надоело, потому что когда я хочу пойти с прямыми волосами, то мне не очень нравилось, как это смотрелось, какие-то, знаете, такие неаккуратные концы. А тут я, в общем, их сравняла, сделала такой очень плотный срез. Теперь я еще не знаю, как это будет закручиваться, потому что когда они были пореже, вот именно кончики, да, они хорошо закручивались на сам стайлер. Но на стойкость укладки это все равно не повлияло. Поэтому еще не знаю, как там видно, не видно. Но они стали короче, ну не знаю, может вот настолько. Вот это все быстро отрастет, очень. Поэтому, возможно, вам незаметно, но я прям так очень ощущаю. Вот, но мне нравится, как они выглядят, все хорошо. Немножко масла нанесу. Какое я сегодня хочу масло нанести? Пускай будет от Гису вот это.
Я еще на камере сегодня чуть темнее, чем обычно из-за освещения в ванной. Так, у меня 5, по-моему. Я уже забыла. Ну, тонировка я не крашу, а тонируюсь. Уже так давно, как я вам говорила уже, может. Ну, тонируюсь, длину я тонирую уже, наверное, 2 года. Ну, вообще я не окрашивала краской, в смысле. Вот кроме... Был у меня такой эксперимент, да, немножко осветлялась. Пару прядей. Такой типа балаяж. Так как тоник, оказывается, тонер берет и мои корни, ну, мою седину, да, что вообще очень странно, даже для моего мастера. Потому что вот по стойкости все то же самое. И вот знаете, ну зачем мне портить краской даже корень, если обычный тоник его берет. И по эффекту точно так же вот раз в месяц я хожу, то есть он просто срастает, и здесь он не вымывается почему-то. Это так странно. Ну, в смысле, я думала, что когда перестану именно красить корни, тоник-то он-то со временем смывается, да, этот тонер. И я думала, что седина будет отрастать, и он здесь тоже так будет вымываться. Но нет, все идеально. Вот он у меня только отрастает, и все. Короче, пока тоник будет брать мою седину, конечно, краску использовать не буду. В общем, все наболтала. Немножко нанесла масло, что еще хочу нанести. Раз уж я здесь с вами, нанесу еще этот спрей, он так приятно пахнет от De Alba. Что он делает, я не знаю. Ничего он не делает. Вообще, в принципе, для меня сложно проверить какие-то такие вот продукты, что они реально делают, которые в спрее, да? Такой вот уход. Мне главное, чтобы не утяжелял, если он еще и вкусно пахнет, то супер. Такой у него приятный аромат розы. Я вообще не очень люблю аромат розы, но здесь он такой красивый в самом деле. Хороший. Вот, и он не очень такой стойкий. Еще мне нравится, кстати, если вот хочется, чтобы просто вкусненько пахло, то вот этот вот... Ой, это антистатик, девочки. Подождите, куда я его поставила? Тут немножко просто все переставляла вчера. Вот такой от бренда Unblur, как правильно? Unblur, по-моему, да? Это вообще термозащита, но он так приятно пахнет, этот спрей, что я его наношу просто вместо парфюма тоже для волос. Очень приятный. Вот очень важно для меня, чтобы нисколько не утяжелял. Поэтому все-таки спрей мне очень-очень подходит. Иногда вот кремы... Вот сейчас особенно, я не знаю, как-то моим волосам от всего тяжело. Всякие маски, мне прям теперь мало что подходит. Даже то, что я раньше любила, мне теперь слишком много этого. Вот поэтому я теперь как-то даже кондиционеры использую. Из масок мне теперь в последнее время нравятся только мои любимые массивы. Вот они мне вообще не утяжеляют, потому что все остальные вот прям я их чувствую на себе. Вот. Так что да, пойдем одеваться. Мы с вами пришли в Золотое Яблоко. Я сейчас нахожусь в торговом центре Green, и здесь огромное Золотое Яблоко, и не так много людей. Это, конечно, очень удобно, что можно просто погулять и поснимать. Здесь огромный выбор именно корейского ухода. В том числе это, конечно, все очень интересно, но я иду в сторону масок и заметила, что сейчас эти маски по хорошей такой цене. Я взяла именно розовые в этот раз, голубые тоже пробовала, я уверена, что вы их много раз видели, они очень популярные. И эти маски гидрогелевые можно оставлять даже на ночь, то есть с ними вполне себе комфортно спать, но мне все же больше нравится, если есть много времени утром, то прям с утра нанести и пару часов в ней походить. Такая, знаете, прям кожа, как огромный патч на лице. Очень увлажненная, напитанная, прям классная. Беру себе 3 штучки. Вот эти маски от Darling я тоже обожаю. Думаю, что многие из вас их пробовали. Мне нравится вот эта вот Skin Queen, которая вместе с Леной Перминовой, она такая красивая, золотая. Ну и в целом такой хороший эффект. Мне гидрогелевая нравится гораздо больше, чем обычная тканевая. Вот эти вот Power Nap тоже классные. И еще у меня закончились маски для ног. Вот эти тоже очень рекомендую. Для рук в розовой упаковке тоже беру. Хотела взять этот сухой шампунь, но, к сожалению, остался только тестер. Кстати, я так давно не обращала внимания на бренд Natura Siberica. Это, я так понимаю, какая-то их премиальная коллекция. Какие красивые баночки. Просто обалдеть. Мне, к сожалению, пришлось записывать озвучку, потому что звук был очень плохим в магазине. В общем, прикольные такие красивые у них упаковки, новые. Я не знаю, это, наверное, какие-то другие коллекции. Не их стандартные. А сейчас смотрите, какое красивое масло для тела с блестками.
Заметила здесь целый огромный отдел с бьюти-гаджетами. Я, кстати, подумываю про микротоки, и сейчас очень популярные от бренда Medicube. Я думаю, что многие из вас видели, вот я вставляю картинку. Вообще, безусловно, если делать курсом, то работает абсолютно любой массаж. Но, как правило, мы ленимся и просто через несколько дней перестаем это делать. Просто даже гуаша, я уверена, дает потрясающий эффект, но я никогда не делала его там на протяжении 2 недель каждый день, например, даже потому что я действительно ленюсь. Это, знаете, тоже такая дисциплина, нужно просто взять за привычку себе. А я пришла за этими каплями для загара от Clarins. На самом деле, раньше я его очень любила, этот автозагар, постоянно им пользовалась. Это такие капельки, которые добавляем в свой обычный дневной или ночной крем. Буквально 2-3 капельки. Дает такой деликатный, красивый загар. Знаете, даже чтобы вы его заметили, нужно, наверное, 2 дня подряд наносить. То есть никакого рыжего, яркого пятна, ничего такого не будет. Действительно красивый, деликатный, отдохнувший, и хочу такой загорелый напомнить о том, что если у вас есть какие-то высыпания, мы не используем автозагар, потому что их будет еще больше, это все провоцируется, поэтому только на чистую кожу наносим. Вот и здесь в большой баночке такие уже капли уже для тела. Я так понимаю, что они на самом деле одинаковые, но для тела я использую автозагар от бренда St. Moritz, вы знаете, поэтому я покупаю только для лица. Заметила, что у бренда Шик такие сейчас хорошие скидки. Я рекомендую вам попробовать вот этот тональный крем. Я его очень люблю. Сейчас на него очень приятная цена. У меня сразу в 2 оттенках. По-моему, оттенок номер 2. Их раньше всего было только 3, насколько я помню. Я покупаю уже 2 или 3, или, может быть, даже 4 раз. И сейчас вот купила себе оттенок посветлее. И на скидке также вот этот тональный крем, тоже очень хорошая цена, 52 рубля вот на мой оттенок, который мне в итоге подошел. Я с большим уважением отношусь к основателю бренда Наталье, слежу за ней периодически, вот и она тоже его очень любит, поэтому беру себе на пробу. Консилеры тоже у них очень классные, красивые, румяна, скульпторы, действительно достойные продукты. А еще сейчас вот как раз-таки в период праздников рекомендую вам обратить внимание на хайлайтеры и бронзаторы для тела. Очень красиво они сияют, такая сразу холеная, красивая кожа с ними. Я, как любитель антисептиков, заметила, что у бренда вышли вот такие интересные антисептики в удобном формате, как я люблю, но они такие очень пахнут спиртом, хотелось бы какой-то более приятный аромат, но все равно буквально $2,5, даже меньше стоит. Можно попробовать. Кто-то из вас мне писал, что бренд либо вообще закрывается, я уже точно не помню, либо просто перестает выпускать этот тональный крем, а он очень достойный и прям очень мною любимый. Здесь у нас пока есть, не знаю, как будет дальше, но если у вас заканчивается, а вы его любите, то на всякий случай прикупите себе новенький. У меня в оттенке LN3 очень универсальный, вообще супер достойный тональный крем. У него очень приятная цена, а для меня это абсолютно люксовый продукт. Действительно очень качественный, очень классный и безупречно смотрится на коже в течение всего дня. И раз уж мы здесь, то зайдем с вами в Зару, посмотрим, что там новенького интересного появилось. Что здесь елочка такая у нас красивая. Я в поиске каких-то ботильонов на каблучке. Такие, знаете, на небольшом каблучке, чтобы с какими-то брючками, с джинсами прикольно смотрелась. Вот такая рюмочка с носиком прикольная. Ну, наверное, слишком блестящая. Сейчас вам покажу, что мне еще нравится. Такие, тоже такие выходные, тоже под брюки, джинсы. Такой каблучок у них красивый. Этот вот носик такой очень женственно, красиво смотрится. Покажу вам артикул. Это, конечно, обувь не на каждый день, поэтому пускай она будет и не самой качественной, возможно. Вот, но в целом у меня Zara нормально носится. Я много чего покупаю из кожи. И казаки, и всякие сапоги высокие. Ну и вообще обувь часто покупаю в Заре. Тоже у них очень нравится вот эта вот модель. Я вам показывала ее уже, к сожалению, они не из кожи. Это просто реально практически один в один Saint-Laurent. Вот, по-моему, в Массимо что-то есть похожее из кожи. Я думаю, что нужно выловить и купить, потому что очень такая базовая модель. Мне нравятся вот такие сапоги, как раз такие трубы на красивом каблуке с очень актуальным носом. Вот, они не из кожи, вот это меня немножко смущает, но с другой стороны не знаю, как часто они мне нужны, как часто бы я их носила. Вот они немножко странные, да,
но очень стильные, очень классно смотрится. Вот они широкие, широкое голенище, но в меру. То есть не прям огромная. Мне так нравится эта дубленка. Ее фишка в том, что она двухсторонняя, то есть ее можно носить как шубка вот этой стороной. И, кстати, знаете, какие-то вот эти вот новые шубки, короткостриженные из эко-кожи, из эко-меха, они в этом сезоне настолько качественно выглядят, настолько вот хорошо, что прям вообще. Вот, и, в принципе, мне очень нравится, когда она вот так, вот в этой стороной, как она выглядит, очень стильно, и мне кажется, так мягко, когда шубка там. Ну, в целом она такая вот, как дубленочка, мягкая-мягкая. Она, конечно, понятное дело, не очень теплая, но у нас пока зима и не такая суровая. Вот я вам показываю артикул и стоимость. Думаю, что брать минимум на размер больше, чтобы свитер можно было надеть. Вот видите, она прям такая внутри полностью, как шубка. Классная сумка как раз с вашими шубками из овчины. Такая, эко-замша, понятно, но она выглядит вполне неплохо. Показываю вам артикул. Есть еще длинный ремешок, но я бы носила как раз-таки вот за вот эту маленькую ручку. Видите, насколько шикарные, красивые босоножки. Ничего лишнего, не лаковые. И вот этот вот красивый золотой элемент, он, знаете, такой как будто бы немножко винтажный, состаренный. Роскошная. Ой, еще вот какая. У них подошва, смотрите. Знаете, она так блестит, как будто бы атласная. Здорово, очень красивая. Так, артикул. Вообще очень мне нравится. И вот эта стелька тоже такая мягкая. Очень удачная модель. Еще такие мне тоже нравятся сапоги. Необычные у них. Видите, в полосочку. Здорово, такой каблук высокий. Такой тоже нос. Как будто тоже острый, но при этом отрезной. Самый актуальный нос сейчас. Понравились по цене. И артикул. Где артикул? Ну вот внизу. А я сегодня выгляжу вот так. На мне юбочка трикотажная с Wildberries. С прошлого года у меня такая же есть в черном цвете, очень мне нравится. И такой вот топ. Тоже с таким коротким рукавом. Это Село. Тоже мне очень нравится. Такой у меня светлый, супер удобный образ. Так необычно, если смотреть в это зеркало, сразу какой-то огромный человек, да? Такая прям у меня здесь. Короче, это зеркало вряд. И пальто на мне сегодня из Лем. Покупала его в прошлом году. Весной. Очень мне оно нравится. Такое прямое. Оно такое ворсистое. Так. Мне на самом деле ничего практически не понравилось, но у меня была в закладках эта блуза. Я видела ее на сайте. Она мне размер XS, если честно, мне она велика. Потому что если бы она была по размеру, она бы просто идеально села. Черная, конечно, всегда сложно передать, и я в своей юбке, которая сюда абсолютно не подходит. Но если представить, что она сидит по размеру, она, знаете, такая, держит форму, плюс она неровная, да? Такой у нее косой срез с какими-то красивыми узкими брюками, расклешенными к низу на каблуке. Будет очень красивый образ. Ну так, конечно, она очень странно сейчас выглядит на мне. Очень понравился. Но опять же, не с моей юбкой, но с какими-то серыми брюками, с черными брюками. У него такое немножко объемное плечо. Очень красивый цвет. И мне так нравятся такие рукава. Наверное, его заберу и покажу вам дома, как я это вижу. Классный рукав. Я вообще люблю короткие рукава. Вот такие. Такой приятный. Хоть у него не самый лучший состав, но там, типа, знаете, 3% шерсти, но и на том спасибо. Вот, но по ощущениям он очень такой приятный и комфортный. Вот с черным чем-то и с серыми брюками. Вот у меня есть серые. Классно. Мне нравится вот такой вот вырез круглый. Так, я уже вернулась домой. У нас вышло солнце, правда, пока я поставила телефон, оно спряталось, но я все же надеюсь, что оно немножечко еще появится. У меня, к сожалению, разрядилась батарейка, но раз уж я тут уже подготовилась, принесла все покупки, то давайте немножко
поснимаю и на телефон. Я здесь заварила себе чаек гречишный, кстати, такой вкусный. Честно, я не особый фанат гречишного чая, но решила дать ему второй шанс. Второй, 10-й уже, наверное. Купила вот такой, он в пакетиках. Я его купила в магазине Green в продуктовом. Вот, стоил там 20 с чем-то рублей. Я никогда не видела его именно в пакетиках. Так он выглядит. Вот написано, что какая-то нутрициолог Мария Пронина его рекомендует. Вот он, знаете, с таким ароматом русской корицей, аромат овсяного печенья. Вот действительно аромат печенья. Он даже, знаете, его пьешь, он только прям какой-то вот сладкий. И здесь нет кофеина, поэтому очень даже хорошо такое пить. Итак, с чего мы начнем? Давайте начнем с Ифраше. У меня здесь одна покупка. Я купила уксус. Уксус, так он называется. Ополаскиватель блеск с малиновым уксусом для тусклых волос. Вообще, божечки, вообще я помню, когда я была маленькая, мне мама споласкивала волосы обычным яблочным уксусом. То есть она добавляла там пару капель в обычный такой ковшик, ну, с водой, да, и последнее мое ополаскивание было вот таким. И волосы, знаете, были такие рассыпчатые, блестящие. В общем, я еще помню с детства, что я использовала такой уксус. А потом я стала покупать вот такой. И, наверное, знаете, последний год я что-то про него забыла, тут вспомнила, думаю, так, надо купить. И вот зашла, купила. Вообще, вот этот уксус, его можно прям использовать без воды, ну, в смысле, не разводить в воде, но я так все равно не делаю, потому что не очень как-то это удобно, не очень я понимаю, как это с банки лить, но, в общем, я его тоже развожу с водичкой, то есть беру, наливаю воду в ковш, и в ковш, есть такое слово, девочки? Ну, в смысле, вы понимаете, это оно, это то, что я имею в виду. И добавляю тоже пару капель вот такого вот уксуса, тоже споласкиваю волосы, и они такие рассыпчатые, вот как детские, и очень блестящие. Вот, мне так очень понравилось. Еще в подарочек крем для рук. Так, дальше. В Заре я купила этот кардиганчик. Он такой тяжеленький, очень мне он понравился. Я потом с чем-нибудь его примерю, покажу вам. Вообще люблю такие вещи. Красивый у него цвет, эти пуговицы такие нежные. В общем, мне он очень понравился. Такой в моем стиле. Ну и, собственно, в Заре больше ничего не купила. Зато, девочки, купила сапоги в Манго. Я заходила в Манго поснимать вам, но как-то ничего мне особо не понравилось, кроме сапог. Что-то примерила, понравились. Они похожи. Вот этот вот носик, как в Зара, да? Но смотрите, какой здесь красивый каблучок. Это, к сожалению, тоже не кожа. Вот, но очень они женственные, очень красивые. Тоже такой каблучок, рюмочка, но чуть-чуть повыше. Вот этот вот обрубленный носик, они высокие. Я хотела себе именно сапоги такие трубы, но я хотела чуть пошире. Но когда я примерила эти, они мне так понравились, что я решила, пускай будут вот такие. Для каких-то выходов. Вообще-таки выполнены они хорошо, выглядят тоже хорошо. Стоили они 339 рублей. Красивые. Дальше у нас с вами одна покупка с Алиэкспресс. Забрала с почты. Пока не примеряла, но ощущения в первое у меня прекрасные. Это такой топ из шерсти, 100% шерсть мериноса. Стоил там что-то $20, наверное. Буду заказывать себе еще другие цвета, потому что я очень такое люблю. Ну, нужно, конечно, еще примерить. Ой, ну он такой запахом, ну, запахом шерсти. То есть шерсть, она, к сожалению, имеет запах. Немножко выветрится. То есть такой вот бодлон без рукавов. Это размер S, самый маленький был. Он такой, конечно, не в облипочку, но примерю. Если понравится, то обязательно я покажу вам, чтобы вы тоже понимали, брать, как будет смотреться. Потому что по качеству, ну, вообще шикарный. 100% шерсть мериноса. Вот, выполнен тоже прекрасно. Цвет красивый. Я бы взяла себе еще черный, возможно, какой-то белый. Ну, это такой мой один из самых любимых светленьких цветов, поэтому пускай будет он. Ну и давайте покажу вам быстренько, что я купила в Яблоке золотом. Так, женские штучки мне интересно. Так, ну, маски, понятно. Взяла 2 для ног. Для лица вот такие Биоденс. И... Если честно, я не знаю, зачем я ее взяла, случайно, наверное. Ну, пускай будет. У меня еще такие есть, я просто реально ими пользуюсь, их много не бывает. Вот эти вот Skin Queen.
от Darling. Такая зубная паста Президент. Такую не пробовала. Взяла нам с мужем обновить щетки зубные. Curaprox. Такие прикольные, прозрачные. Так, ну эти капли от Clarins. Сегодня буду загорать. Ночью решила. Возьму, намажусь автозагаром и надену просто пижаму, чтобы точно ничего не вымазать. Потому что в идеале, конечно, автозагар использовать утром. Кто там лазает? Что ты прыгаешь? У тебя настроение такое прыгающее? Прыгающее настроение у тебя? Булочка моя. Она подстриглась вчера. Ходила к новому мастеру на стрижку. Очень все понравилось. Поближе к дому нам теперь будет ходить. Видишь, немножко красненькие глазки такие. Но уже чуть-чуть проходит. Моя булочка подстриженная. Такая смешная, когда подстрижены эти ушки. Я тебе своим девочкам показываю. Ну все, беги. Так, дальше, девочки, я взяла шампунь. Он очень бюджетный, это бренд Эколотье. Если честно, просто в Threads, как-то муж был в Лиде, я долго не могла уснуть. В Threads просто листала ленту и увидела какую-то ветку про шампуни. Там девочки обсуждали, и очень многие скидывали вот этот вот объем сил для тонких волос. Я решила попробовать, потому что когда-то я очень любила шампунь этого бренда для поврежденных волос. Мне его просто было тоже как-то посоветовала моя мастер, и я как-то была в шоке, что он мне подошел, потому что обычно для поврежденных волос мне не подходит, он очень перегружает, утяжеляет. Но он был таким классным, я прям много банок его использовала. Вот, и потом как-то про него забыла. А тут опять увидела, но другой, именно объем и сила. Попробуем. Такая огромная банка, стоит вообще, не знаю, $4, наверное. Ну и взяла этот тон от Шик. Девочки, так темно, я так надеялась, что будет солнце и будет светло. Так бы я лучше на камеру сняла всю эту распаковку, но простите. Я хотела словить солнце, такая побежала, камера разряжена, а в итоге в темноте. Ну ладно, показывать примерку уже буду с хорошим светом. Так, я этот верх сейчас примеряю, и в своей голове он у меня смотрелся очень хорошо с этими брюками. На деле тоже все хорошо, но мне казалось, что они более одинакового серого цвета. Оказалось, что нет, но в целом все равно мне нравится. Я их видела именно с такими вот серыми палаццо. Будет очень хорошо смотреться и с черными. Мне хотелось именно не с джинсами их примерить, а с брюками. Такой красивый, хороший образ. Очень, очень мне нравится этот кардиган. Такой у него хороший цвет. Вообще такой расслабленный образ. Сейчас примерю с чем-нибудь другим, но мне нравится. Брючки, девочки, уже не подскажу, где купить, потому что они из нашего Too Close, когда он у нас был. Вот, я думаю, что у белорусских брендов у них плюс-минус у всех, ну, у многих очень одинаковые похожие ткани, потому что это приятная такая вискоза, поливискоза. Поэтому я думаю, что что-то найдете при желании похожее. И примерила черные палаццо. Вот тоже очень хорошо смотрится этот кардиган с ними. Такие широкие свободные палаццо. Это тоже это наш Too Close, мы их сами отшивали. Вот, но палаццо тоже не проблема найти. Тоже, по-моему, хорошо смотрится, правда? Для осени, для весны. Ну, сейчас, конечно, тоже. Вот, но очень мне нравится он. Видите, у него такие интересные цвета. Ну, преобладает серый, черный, белый. Собственно, и все. Но вот как-то вместе они так хорошо смотрятся. Тут рукав. Так, девочки, ну и примерила сапоги специально шортами, чтобы было хорошо их видно. Классные, видите, у них все равно немножко такая есть вот здесь вот широта, немножко воздуха, потому что мне хотелось, чтобы так было. Вот, и мне нравится, как они смотрятся. Такие каблучок, очень так сразу женственно, красиво. Да и в целом не такой уж и плохой образ на самом деле. С мужем пойти на свидание. Стараюсь, когда с мужем ходим на какие-то свидания, не надевать что-то такое объемное, оверсайзное, знаете, что я очень люблю в том числе. Но
чтобы быть уже такой более девочкой. Хотя я всегда убеждена, что вот эта вся женская энергия, ее не затмит никакая самая огромная толстовка и жакет какой-нибудь там гигантский на 100 размеров больше. Мне кажется, это все идет от нас, одежда вообще на это не влияет. Вот, но все равно, конечно, красиво. Так, еще нужно примерить с Алиэкспресс этот топ, правда? Шортами, кстати, тоже хорошо смотрится этот кардиган. Сапожки, ну не знаю, насколько они удобные, конечно, сами понимаете, каблук. Это не кеды удобные, вот, но я каждый день такое и не ношу. Хотя, может быть, и хотела бы, потому что, конечно, каблук это сразу по-другому идешь, стоишь, и вообще такое другое настроение. Девочка уже не стала менять низ. Просто чтобы быстренько показать вам, он такой свободненький здесь, но мне очень нравится. Он, несмотря на то, что это 100% шерсть, я не ощущаю, что он очень колется. Но если у вас, конечно, аллергия на шерсть, то особенно вот здесь вот в зоне шеи, может быть, и будет вам такой колючий. Но мне нормально, у меня не очень чувствительная кожа, хотя иногда тоже есть какая-то реакция, но просто краснота, но мне не чешется. В общем, непонятно. Я извиняюсь, у меня черный бюстгальтер. Сюда, конечно, он не нужен. Так вообще такой свободненький, его можно с какими-то брюками расслабленными. Хороший, надо заказать обязательно еще. Закажу. Потому что я такой очень люблю, и он хороший по длине. Мне нравится, что он такой слегка свободный. За такую цену вообще. Ну, на самом деле, никаких к нему претензий. И, конечно, это качество, ну, шерсть 100%. Сложно даже и найти, если и хочется где-то. Так, дорогие, я сейчас снимаю рилс и просто не могу не показать вам эту красоту. Помните, в позапрошлом влоге мы с вами ходили в магазин York Home, который находится в Dana Mall. Я вам там показывала красоту, у них очень красивая посуда, очень красивые новогодние украшения, мы с вами ходили и вдохновлялись. Я ни с кем там не знакома, вообще ничего такого, это просто, как я обычно, не знаю, как в Зару пришла, вот то же самое. Но они увидели мой обзор на YouTube, это очень приятно, конечно, потому что YouTube — это моя любимая площадка, вы знаете, и очень приятно быть замеченной и получать такие подарочки. Всегда любые мои обзоры, вообще все, что я сделаю здесь, оно абсолютно без какой-либо корыстной цели, и поверьте, подарки я ни от кого абсолютно никогда не жду, но все равно это очень приятно быть замеченной. Вот, поэтому такая вот благодарность от них. Спасибо большое. Такие красивые игрушки. Девочки, это мыло, оно пахнет просто на всю коробку. Потрясающий аромат. А еще вот это вот яблоко, это свеча. Посмотрите, насколько реалистично она выглядит. Я не понимаю, или мыло, или яблоко так пахнет, потому что оба продукта такие ароматные. Посмотрите, как оно сделано. Даже как будто, видите, как будто загрязнилась. В общем, настолько реалистично. Даже жалко ее жечь. Но, конечно, я буду ее использовать по назначению. Она была в такой красивой коробочке. Очень классная идея подарка. Действительно, очень атмосферно выглядит. Сейчас куда-нибудь ее поставлю. Вот такая у меня еще красота, смотрите. Вот здесь видно, что она горит, потому что елочка из арахом. Вообще непонятно никому, ни в темноте, нигде. А здесь, я думаю, прям в темноте будет такой уютный, мягкий свет. Очень красиво. Ну и вот такая вот красивая чайная пара. Если честно, вот это вот прям... Ой, сейчас еще разобью, не успев воспользоваться. Очень прям мне нравится. Будет у меня такая зимняя, новогодняя чайная пара. Буду пить чай, у нее такой хороший размер. Конечно, очень красиво. Тоже обалденная идея подарка вот такая, мне кажется. Здорово. Главное, чтобы Саша не помыл посудомойки. Это фарфор. В общем, класс. Еще такой у меня здесь шар. Как этот снежочек, да? Ой, просто бонечка. Шар бонечка. И что-то у меня еще такие вот еще варежки. В общем, вот такая красота. Еще, знаете, мне кажется, вот очень классная идея тоже подарка.
например, каким-то своим близким друзьям или родственникам покупать в Новый год, на праздник какую-то красивую игрушку и просто каждый год приносить новую. Мне кажется, это так здорово, чтобы они все были такие разные и особенные, да? Класс. На самом деле я бы хотела собрать тоже какую-то коллекцию, вот каждый год покупать какую-то игрушку. Может быть, ну, наверное, банально, там в другой стране, когда вы бываете, да, но потом, когда вы наряжаете елку, вы вспоминаете, откуда она, когда была куплена. Очень красивая вот эта вот лошадка, вообще шикарная. Ой, и такой вот пряник, имбирное печенье, да, класс. В общем, я довольна. Еще мои небольшие изменения бренда Боржоми. Мы с ними работали в Инстаграм как-то. И они меня тоже поздравили с Новым годом. Подарили вот такой красивый веночек. Очень красиво, он живой, он пахнет на самом деле. Потому что вот мой букет, который я вам показывала в прошлом влоге, он вообще без запаха. Тут, конечно, очень красиво. И мне этот вот бантик так нравится. Я решила свой веночек, который я покупала вот на эту сторону, повесить с обратной стороны. Так что у меня дверь с обеих сторон обвешана веночками. Тут и шишки, вот же подходишь, конечно, такой запах. Класс. И вот эти мандаринки. Очень красиво. Еще они прислали мне огромный запас своих газировок. Если честно, вот это я очень люблю. Моя любимая, наверное, грушевая. Вот это вот грушевая. А вот эту вот я, кстати, не пробовала. Лимончик очень люблю. Ну и апельсин, конечно, тоже это такая классика. Но вот груша. Мне нравится, чтобы он был в холодильнике, прям такой холодненький. Ой, газировки я люблю, к сожалению, поэтому с удовольствием буду пить. Ой, мы с вами на том же месте, но мне так нравится снимать на фоне елочки, что я решила, что нужно не упускать эту возможность, потому что буквально еще 2 влога, и ее не будет. 2, максимум 3. Я надеюсь, что вы видите, что я уже загорела после нашей последней встречи, а она была вчера. Лицо на самом деле тоже загорело, но я использовала сегодня новый тональный крем от Chic, а он такой прям светленький, когда я не загорелая. Вот, и поэтому сегодня мое лицо, не знаю, как будет на экране, я смотрю в планшет, прошу прощения, светлее, чем шея. Обычно бывает наоборот. Вот, но прикольно, мне нравится, когда слегка такое загорелое тело. Автозагар — это, конечно, классно, но я не пользуюсь им так часто, как мне хотелось бы, потому что у меня очень-очень чувствительный нос, и я очень ощущаю вот именно этот компонент, который есть в автозагаре. Его ничем не скроешь, но вот пока он работает, поэтому мне все же проще не спать в автозагаре, а утром нанести и вечером, знаете, вот смыть этот пигмент. Ну, короче, напоминаю, мой любимый автозагар в формате пенки от бренда St. Morris. Мы с вами здесь собрались, чтобы посмотреть новые окошки от адвент-календаря от Sephora. Знаете что? Мы с моей подружкой каждый день, у нее такой же календарь, и мы с ней каждое утро, когда открываем, обсуждаем, что нам там попалось. У нас одинаковый календарь, поэтому мы обсуждаем одинаковые продукты. И мы с ней обе большие фанаты косметики, не знаю, лет с 15, наверное, то есть уже лет 15. Вот, и, конечно, мы уже все пробовали, все знаем. Такое самое популярное, ходовое, естественно, просто все не перепробуешь. Но практически со всеми брендами, конечно, мы знакомы и что-то от них пробовали. И просто мы поняли, что для нас уже сейчас как будто бы особого смысла эти календари не имеют, потому что из-за такого большого, так скажем, опыта сейчас наш виш-лист и подход к косметике немного другой, поэтому, если честно, практически ничего из того, что мне попалось, я бы сама себе не купила. То есть мне что-то интересно было попробовать, но такое прям, наверное, нет. И я не знаю, какой должен быть адвент-календарь сейчас, чтобы вот он удивил и каждый продукт нас радовал. Поэтому мы решили, что, возможно, в следующем году мы купим что-то такое, какой-то уход там для тела с какими-то приятными ароматами, например, от бренда Rituals, да. Я очень люблю их пенки, все продукты для тела. Для лица мне не хочется экспериментировать с уходом постоянно разным, а вот для тела какие-то вкусные штучки попробовать интересно. Например, у Rituals я не пробовала уход для волос, там, да, какие-нибудь там маски, там для рук ночные, у них классные кремы. В общем, такое было бы интересно, плюс там небольшие форматы, и с собой потом можно было бы брать, да, для отпуска отложить. Или, например, бренд La Sultane de Saba.
Вот, а так, конечно, эти адвенты, мы все там смотрим наполнение, обзоры, и просто это все прикольно и классно, если у вас нет такой любви там к косметике, что у вас там, не знаю, каждый на постоянной основе, там, допустим, 30 тональных кремов, там, знаете, 50 помад там или блесков и куча всего, потому что у меня огромная-огромная коллекция, и сейчас она, конечно, намного меньше, чем была раньше, но все равно это огромный ящик комода, вот, ну, то есть действительно огромное пространство занимает косметика, вот, поэтому я должна была это сказать. Вот, несмотря на то, что я считаю, что адвент-календари от Sephora одни из самых достойных. Вот еще у Cult Beauty классные, да, Look Fantastic тоже бывает классное такое наполнение. Но, в общем, это Sephora однозначно входит в мой топ, поэтому посоветовать вам я точно могу, но просто для себя как будто бы мне уже не так это интересно. Итак, мы с вами остановились на 6-м окошке. И открываем сегодня окошко номер 7. Кстати, как оказалось, тот человек, который собирал мой адвент-календарь, немножечко перепутал окошки, и я просто показывала в сторис, и у меня с моей подружкой отличаются иногда, 2 раза такое было, баночки, например, конкретно 7 и 12 окошко. То есть у нас наполнение было то, что у меня в 7-м, у нее попалось в 12-м, ну и наоборот, соответственно. И я показывала в сторис, и тоже у многих девочек: а как, у меня сегодня попался другой продукт? Я говорю: подождите, как бы ничего не скажешь, да, что... чтобы не было спойлеров, но я просто говорю: подождите, потом вы поймете, почему. Так вот, в 7-м окошке мне попалась маска для волос. Я ее уже пробовала. Такой хороший бренд. Я особо ничего от них, кстати, не пробовала. Для волос мне нравится пробовать новые продукты, кстати говоря. Бренд Амика. Амика, не знаю, кто его делает, тоже USA. Тоже американский, в общем. Понравился. Не утяжелил мне волосы. Прям чтобы что-то такое вау, и его нужно купить всем пробовать, нет. Но хороший, я его оставляю себе. Буду использовать. Так, окошко номер 8. Я уже забыла, что там было. Здесь у меня была помада от Fenty Beauty. Я очень люблю бренд Rihanna, мне нравится. У них, в принципе, очень популярный уход, хороший, да. Кстати, уже часто бывает в данных календарях. Этот бренд, помню, как-то попадалась такая их тонер. Оранжевый такой, очень популярный, тоже классно, мне нравился. Мне нравится, у них классные блески очень. Хайлайтеры красивые. Что там еще такого у них? В голову не приходит больше такое, что самое популярное, но все, в принципе, у них достойная продукция. Так вот, здесь у меня помада, в принципе, вот такого же оттенка, как вы сейчас видите упаковку. Это оттенок номер 06. Красивая, она такая сливочная, очень приятная на губах, увлажняющая, не матовая, но, к сожалению, не мой оттенок. Он больше подойдет к супер таким загорелым девушкам, либо даже, наверное, не загорелым, а чуть более темный оттенок кожи изначальный, не загорелый. Ну, в общем, вы поняли, таким более темнокожим. Вот. Хотя нужно попробовать его, когда я буду загорелая, или каким-то другим карандашом, потому что цвет очень красивый, но для меня все-таки такой более фиолетовый, скажем так, сиреневый какой-то. Ну, вот видите, даже я думаю, что видно на экране, на ручке, что он такой очень увлажняющий. В общем, просто не совсем мой оттенок. Скорее, но нужно еще поиграться. Хотя, возможно, кажется, что это что-то близко к моему цвету губ, да? Но на самом деле нет. Так, дальше. В общем, классная помада, но другие оттенки себя бы я рассмотрела. 9 окошко. И я, кстати, вам его уже показывала, но просто оказалось, что оно мне тоже было перепутано. У меня падал календарь, и я, когда собирала окошки эти обратно, цифру 9 положила как 6. Я открыла его 6 числа. Здесь была как раз-таки помада от Sephora, которую я показывала вам в прошлом влоге. Но на самом деле в 6 окошке у меня получается, было масло от бренда Moroccan Oil. Оно, кстати, тоже попадалось мне уже в одном из календарей в небольшом формате, очень классное. Его, в принципе, такую большую банку я бы и не покупала, потому что просто его столько не нужно, нужна одна капелька. Поэтому и с собой его удобно брать, и, в принципе, такой тоже популярный бренд, однозначно его советую, хорошее масло. Так, в 10 окошке тоже бренд Rihanna, Fenty Hair. И здесь у нас термозащита. Очень приятный аромат у нее. Такая тоже небольшая баночка, но при этом продукта много. И так как это кремовый продукт, его хватит очень-очень надолго. Прям приятный, такой нежный.
Тоже удобно брать с собой. И я каждый раз, когда показываю термозащиту, напоминаю, девочки, если вы в отпуск отправляетесь на солнышко, не забывайте про термозащиту. Очень важно. Потому что нам хочется с отпуска привезти не только загорелую кожу, но еще и волосы в нормальном состоянии. Так, 9, 10. Какой-то у нас 11-я кошка, да? 11-я кошка. И здесь, кстати, тоже такой классный продукт, который мне как раз-таки хотелось пробовать. Это бренд Huda Beauty, и это их фиксатор для макияжа. Я люблю такие штучки. И, кстати, вот именно этот фиксатор очень популярный, потому что он, як вы знаете, такой с таким пудровым эффектом. То есть он его еще немножечко матирует. Нужно обязательно взболтать перед применением. Тоже удобно в косметичке с собой носить. И зафиксировать макияж. Вот я уже пользуюсь, нравится, хороший. Так, 12-я кошка. Здесь у меня был крем от бренда Rituals. Я обожаю бренд Rituals. И вот эта, кстати, фиолетовая линейка тоже очень классная. Мне почему-то кажется, что в запасах у меня есть такая же банка. Надо посмотреть. Но вот этот гель для душа я пробовала. Ну, пенку. Очень мне нравится. Ну, в общем, кремов для тела много не бывает. И здесь полный формат. Большой, это хорошо. И сегодня у нас 13 декабря, суббота. И мне попался Herborian. Здесь такой серум. Его еще не пробовала. Ничего вам не скажу, такой небольшой формат. В принципе, я с большим уважением отношусь к бренду Herborian. Все, что я пробовала, мне нравится. Особенно, конечно, их популярные BB-кремы. 100 лет им в обед, они до сих пор популярны, до сих пор классные, и до сих пор я пользуюсь и люблю. Еще я помню, у меня тоже, кстати, по-моему, нет, не в адвенте, в каком-то пробничке попадалась их база под макияж в такой розовой упаковке. Она по ощущениям была очень силиконистой. Ну и, конечно, визуально это потрясающе смотрелось на лице, потому что тональный крем ложился просто шикарно. Но я все же переживала, что за счет такого эффекта он забивает поры. Хотя по ощущениям я не заметила, потому что пробничек, но мне очень нравился этот продукт. Вот я теперь не знаю, я просто немножко боюсь, у меня проблемная кожа. Я боюсь пробовать что-то такое, что даже по моим ощущениям может закупорить поры, хотя, возможно, оно этого не делает. Но, в общем, надо изучить, я бы, может быть, и купила ее. Такой продукт не пробовала. Потом как-нибудь попробую и поделюсь. В общем, так, по Sephora вот так. Боже, как обычно, наболтаю сейчас на полчаса. У меня есть еще один адвент-календарь, я постараюсь быстро его показать. Люкс Визаж, наш белорусский бренд, сделали мне такой подарок. Я с удовольствием его приняла, потому что я с большим, на самом деле, уважением отношусь ко всем нашим белорусским брендам. И мне действительно не стыдно никогда их поддержать, потому что они большие молодцы. И я сейчас говорю не только про косметику, а вообще про одежду. Я действительно с гордостью всегда это делаю и абсолютно бескорыстно. Вот, поэтому давайте начнем с первого окошка. Люкс Визаж, конечно, в свое время я пробовала все продукты, я знаю все, потому что я вам рассказывала, да, что моя первая, одна из первых работ была консультантом в отделе косметики, и я как раз-таки продавала косметику декоративную и уходовую тоже. Вот, и, конечно, в то время все пробовала, и когда-то я, в принципе, не могла себе позволить люкс, и все равно хотелось попробовать как можно больше, поэтому я отрывалась на том, что могла себе позволить, скажем так. Вот, поэтому все, что я сейчас вам покажу, это все использовано мной 1000 раз. Так, первая коробка. Тушь XXL от Luxe Visage. Я, девочки, извините, не буду показывать щеточку, потому что как только открываешь тушь, она сразу начинает сохнуть. Поэтому я просто вставлю вам картинку, как выглядит щеточка. Она такая силиконовая, тоненькая, очень хорошо прокрашивает реснички. И, кстати, в Инстаграм, когда я показывала эту тушь, по-моему, только одну коробочку я там открывала, поэтому все остальное покажу вам здесь. Я говорила, что когда работала в косметике, эту тушь покупали просто, не знаю, огромном количестве. Она была номер 1, все другие. Конечно, были еще другие бестселлеры у других брендов, но вот Luxe Visage это однозначно была номер 1, вот именно это. Она бывает еще, ведь это именно красная, эффект накладных ресниц, потому что она бывает еще фиолетовая, розовая, не помню, какая там еще уже, но вот эта красная, это прям топ. Вторая коробка. Здесь у меня тоже был такой блеск для губ, такой красивый оттенок, коричневый. Хорошие блески, это номер 511, Dark Chocolate. Такой прям реально шоколадный, очень в стиле блеска от Rode.
по оттенку. Так, номер 3. База под макияж. Сияющая. Тоже очень красиво, конечно, когда вы наносите, когда вы не ленитесь наносить основу под макияж, тональный крем, конечно, ложится более красиво. 4-е окошко, и здесь у нас тинт. Я обожаю тинты, и для меня самые стойкие, самые лучшие вот эти, именно от Luxe Visage, особенно когда они выпустили оттенок 07 и 08. Это, кстати, 07. Я все постоянно забываю, какой мне нравится больше всего. По-моему, 08. Сейчас я открою. Или 07. Сейчас посмотрю, девочки, в косметичке. Подождите. Божечки, я когда бегу, Бонечка думает, что я бегу к курьеру. И она сразу такая не добежала, поняла. Сразу со своей лежанки выскочила. У нее просто лежанки по всему дому. Она вот у нас здесь в гостиной, в спальне она спит на кровати, а в будущей детской, пока Сашином кабинете, она спит в лежанке. И у нее там как раз-таки лежанка стоит прямо под батареей. И она там прям постоянно отдыхает. Так, я бегала за косметичкой. Несмотря на то, что у меня огромное количество косметики, все равно моя косметика на каждый день хранится в косметичке. Вот я ее так наполняю, заполняю новыми продуктами, которые я хочу использовать, например, на этой неделе, да. Но неизменно здесь всегда лежит... Так, будет прикол, если сейчас нет. Всегда лежит тинт, который я использую чаще всего. Да. 07 оттенок, девочки, да. Поэтому вот. 07 оттенок мой самый любимый. Так, где эта коробка? Это была коробка номер 4. Что ты пришла, конфетка моя? Ой, а что такое? Что за урчания такие в животе у этой девочки? Красоточка моя. Ты очень любимая. Очень симпатичная такая. Ты вкусно пахнешь. Так, коробочка номер 5. Тени. Очень красивые, кремовые. Это у меня оттенок 01. Просто пальчиком наносим. Можно прям аппликатором нанести на веко немножечко и потом просто пальчиком вот так вот втушевать. Никакие кисточки, ничего не нужно. Красивый такой эффект. Я сделаю сводч рядом с помадой. Так вот они выглядят. Сейчас я немножко так вот подтушую. Они очень красиво сияют. Такой красивый эффект. Так, а чем я сейчас их вытру? Так, двигаемся дальше. Окошко номер 6. Боже, это просто роскошь. Это красивая матовая помада. И, кстати, это, по-моему, тоже бестселлер у бренда. Вот именно этот красный, потому что он такой красивый, он идеальный красный. К сожалению, я на себе красный цвет не люблю, в принципе, как и яркий макияж, потому что на мне это просто... Я могу накраситься, но никуда не пойду, так мне некомфортно. Боже, он так ложится. Смотрите. Красивый. Он и не яркий, и не темный. Это идеальный, дорогой, красивый красный. Оттенок 109. Вот она матовая. Красивейшая. Окошко номер 7. И здесь у меня есть такой карандаш, только я коричневый себе оставила. Каял Фокус. Очень хорошая стойкость у него. Такой кремовый, господи, гелевый. Он тоже хорошо точится. 8 окошко. Боже мой, самый любимый гель для бровей. Тоже в моей косметичке. Сейчас вам покажу просто всегда. Как только он появился, до этого у них был с черной крышкой. Я его постоянно использовала. А, девочки, он у меня в стаканчике с кистями стоит. Ну, в общем, я 100 раз вам его показывала. Да? Да. С кистями. Не знаю, сколько банок у меня было. 50, может быть. Я когда еду в Польшу к сестре нашего мужа, хотела сказать, не девочка, муж мой, только к сестре своего мужа, я всегда везу ей большой запас вот этих вот гелей для бровей. Так, номер 9. Это такой красивый оттеночный бальзам для губ. У меня здесь в оттенке 103. Сейчас я вам покажу, какой он красивый, смотрите. Он такой полупрозрачный, это не помада. Есть фокус. Надеюсь, что да, а то я на своем маленьком экранчике не понимаю, как это там фокус. Красивый-красивый оттенок. Он такой будет слегка придавать оттеночек губам. То есть это не яркая помада, не пигмент насыщенный, а именно такой оттенок. Термотушь в 10 окошке.
которая снимается горячей водичкой. Тоже у нее такая силиконовая удобная кисточка, хорошо разделяет. В 11-м окошке консилер. Тоже очень хороший консилер. Я тоже его пробовала. У меня в оттенке 102. Такой светленький, по-моему. Этот адвент-календарь я подарю своей сестричке, потому что все эти продукты я уже пробовала, все знаю, а ей будет приятно. Поэтому, Катажинка, прости, пожалуйста, что я тут что-то открыла. Тушь я никакую не открывала, но вот в сводче как раз она такая светленькая, вот ей будет отлично. И 12-е окошко. Здесь... О, кстати, я себе... У меня такой оттенок есть или нет? Это вообще тинт-мусс для губ. Но я вам уже показывала как-то этот продукт, что его очень красиво наносить на щечки вместо румян. Тоже сейчас вам покажу цвет. Я уже не буду наносить на ручку. Или буду. Давайте нанесем. Это оттенок 305. Ой. Это такой вот коричневый. Ну, сейчас он выглядит, конечно, темно на руке, да, но вы, когда наносите его на щечки и растушевываете кисточкой, плюс там есть другие оттенки, хочется там что-то более розового, посветлее или персикового, да, это вы найдете. Вот, но мне очень нравится, что он именно универсальный, то есть можно и на губы, можно и на щечки, остатки с кисточки перенести вот сюда вот на веки. Вообще будет очень красиво. Так что вот. Такая у нас с вами красота. Так, мои дорогие, немножечко с вами поболтаем напоследок. На следующей неделе, 19 декабря, в пятницу, мне исполняется 30 лет. Мой такой юбилей. И, конечно, за пару дней до начинается такая небольшая рефлексия. Начинаешь, так, знаете, анализировать свой год, что ты сделал, чего ты не сделал, что ты упустил, что ты мог сделать. И у меня как раз-таки сейчас такой этап, и я думаю, что, наверное, нужно как-то спланировать, что я хотела бы в следующем году, хотя бы даже в своей голове. На самом деле я очень благодарна за абсолютно все, что у меня есть, и я ощущаю себя абсолютно счастливым человеком. Мне кажется, это большое счастье. Мне очень хотелось бы сохранить то, что у меня уже есть. А если будет еще лучше, то, конечно, я с большой благодарностью приму это. Я понимаю для себя, что я не делала никому чего-то плохого, никогда никому ничего плохого не желала. Я вот этим абсолютно горжусь. Мне кажется, что я вообще, в принципе, я очень люблю человечных людей, все вот эти человечные качества я очень ценю. И я просто безмерно счастлива, что я сама такими обладаю. Наверное, нельзя так говорить про себя, да, но я себе позволю это сделать. Знаете, вот я сегодня просто проснулась в 4 утра и до 6 не могла уснуть. У меня была какая-то бессонница, еще этот автозагар, этот аромат. Я чувствовала, он меня раздражал. Я уже думаю, так, наверное, может пойти его смыть. В общем, такое. Я уже это все думала, размышляла. И в самом деле у меня к себе вот каких-то таких вот претензий, каких-то что я могу себе что-то предъявить, ничего такого нет. Я себе так за это благодарна. Я абсолютно довольна собой, вот именно внутренне, да. Конечно, у меня, как и у всех, есть какие-то комплексы, и что-то я хотела бы в себе изменить. Ни в коем случае я не говорю сейчас про внешнее качество, вот эти все, это мне, в принципе, не интересно это. Я говорю вот именно про внутреннее содержание. Мне кажется, это не менее важно, да вообще самое важное. Вот, поэтому я рада, что я вот та, кем я являюсь. Я ничего из себя не строю. Знаете, я убеждена на 100%, но я не знаю, как это доказать. Знаете, как такая вот сейчас есть такой тренд. У меня есть теория, но я не могу это доказать. Так вот, я убеждена, что человек, когда счастлив сам, он хочет, чтобы все вокруг него, чтобы у них тоже все было хорошо. И если он может это сделать, то он помочь ей, да, то он тоже это делает. И вот просто вот он делится даже вот этим своим светом каким-то. И также работает в обратную сторону. Когда человек несчастлив, когда он, знаете, такой вот сидит в нем злость, какая-то вот, не знаю, обида, печаль и так далее, и он просто никак не может это приручить и перестроить, то вокруг него, как правило, тоже такие все злые, грустные, и он хочет, чтобы всем тоже было плохо, как ему. Вот, поэтому даже не знаю, к чему я сейчас это веду, но просто мне захотелось поделиться. Чтобы вы в очередной раз, я постоянно вам напоминаю, скажем так, фильтровали, выбирали свое окружение
И, конечно, всегда нужно просто начинать с себя. Желаю, чтобы девочки вокруг вас были в самом деле самые хорошие люди, другие вам просто не нужны. Вот так вот. Ну и, конечно, мне хочется еще очень пожелать всем здоровья. Чем старше становишься, тем больше начинаешь просто ценить, казалось бы, такую простую эту фразу, да, но она все. Вот, поэтому желаю всем вам быть здоровыми и счастливыми. И помните, что никто не должен сделать вас счастливой и что-то вам там, не знаю, сделать, принести, там, подать, и решить за вас, устроить вашу жизнь, что вы для себя самый главный человек, и как раз-таки ваше счастье, ваше состояние зависит исключительно от вас, от вашего самоощущения, поэтому помните, что вся ваша жизнь только в ваших руках, и не перекладывайте никогда ответственность на другого человека. Вот, поэтому если вдруг вы сейчас находитесь в какой-то такой вот ситуации, когда немного, может быть, сбиты с пути и чего-то ждете, какой-то знак, вот пускай пускай это будет этим знаком, да, что все в ваших руках. И просто вы можете все. Нет ничего невозможного. Мне просто, вы знаете, какой-то порыв был это сказать, и я это сказала. Вот, поэтому, да, я абсолютно собой довольна, скажем так, насколько это возможно. Вот именно вот своим внутренним состоянием, мне кажется, что это вообще просто самое дорогое. И я рада, что я вхожу в свой Новый год своей жизни без каких-то таких вот разочарований в себе в первую очередь. Вот. Очень мне хотелось бы это сохранить и, дай бог, приумножить. Я никогда не отмечаю свой день рождения как-то ярко. Вообще для меня самый лучший день рождения — это просто вместе с мужем где-то поужинать вечером и просто как-то хорошо проводить время вместе. Вот, потому что, конечно, когда ты уже взрослый и работающий, у моего мужа вообще со временем, к сожалению, его нет, этого времени, вот, поэтому, когда мы проводим время вместе, то это, в принципе, такой самый драгоценный и подарок, собственно. Вот, поэтому у меня особо никаких планов нет, просто обычный, ну, не совсем обычный такой день для меня, конечно же, мой день. Вот, но ничего необычного такого не планирую, ничего такого не будет. Вот. Так что, да. И знаете, думаю, что многие из вас уже тоже об этом задумывались. Вот просто раньше, когда мы были там детьми, 30 казалось, что это так много, а сейчас это вообще кажется, боже, вот я понимаю, что мне сейчас 30, и у меня вся жизнь только впереди. Я все знаю о себе. Я знаю, чего я хочу. Я знаю, чего я не хочу, что самое главное, да. Я знаю, что мне нравится, знаю, что мне не нравится, знаю, как со мной можно, знаю, как со мной нельзя. И я уже как бы взрослая. Тоже у меня есть какой-то уже там жизненный опыт, да, то есть и мне кажется, что вот сейчас мое состояние гораздо интереснее и лучше, и более опытнее. Я умею зарабатывать уже деньги, да, я могу там себя содержать в случае чего, да, то есть я уже, в принципе, умею это делать, да, и вообще, мне кажется, это самое сейчас, наоборот, классное время. У меня сейчас столько всего впереди, дай бог, классного и хорошего. И очень-очень мне, конечно, радостно от того, что я могу разделить свои события вместе с вами, что я могу поделиться, и что вам искренне приятно со мной проводить время. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь, потому что каждый раз говорю, что вы, девочка, это то, что вас угрожает. И если вам не нравится там... Это просто, на самом деле, вообще от всего зависит, это всего, что вы делаете. Что вы там скроллите эту ленту в интернете, что вы смотрите, за кем вы следите, это тоже есть ваше окружение. Поэтому если вам, я в том числе, доставляю какие-то негативные, приношу какие-то эмоции, я вам не нужна. Вот. Я сейчас говорю не только про себя, а вообще просто как пример. Поэтому окружайте себя только теми, кто действительно искренне вам приятен. Вот. Так что в очередной раз я благодарю вас, что вы со мной, я вас очень люблю. Большое спасибо. В 1000-й раз говорю, что для меня это самая близкая соцсеть. Я с большим удовольствием всегда
снимаю для вас, несмотря на то, что это еще не тот формат, который я, может быть, хотела, да, потому что по разным причинам, просто из-за нехватки времени, мой влог не выглядит так хорошо, как я хотела бы, да, но я в любом случае не хочу переставать его вести, и так гораздо лучше, чем ничего, я считаю. Поэтому большое вам спасибо, что вы есть, и у меня такие прекрасные и чудесные. Обнимаю просто каждую из вас и заранее благодарю вас за поздравления, потому что знаю, что они будут. Желаю вам самой-самой прекрасной недели, и мы с вами увидимся совсем скоро.